Ну, вообще, это очень интересный проект, очень необычный проект нашей практики, потому что это такой, можно сказать, первый проект такой выездной на такое дальнее расстояние от Крыма. И проект очень уникален тем, что он состоит из множества непонятных с первого взгляда каких-то фигур, элементов и деталей, но если потом присмотреться к нему поближе, у них все-таки есть такая связка, можно сказать, риторическая или смысловая. Все перевозилось большой фурой уже в Черногории. Это был очень большой путь, длинный и увлекательный. Наш весь груз пересаживался более 3 раз разными грузчиками, что повлияло на его потом остаточное состояние. На самом деле у меня очень теплые воспоминания о Черногории, вот эти вот наша жизнь, как это мы передвигались на арендованных машинах, на Мерседесах, Фольксвагенах, когда мы командой ели за одним столом, причем у нас было человек, наверное, 25, если не больше. То есть стояли девчонки, варили в котлах общую еду, и после кошмарного, тяжеленного дня мы сидели и кушали все вместе, пили вино черногорское, кушали мясо, это было супер. Ну и опять же, само место проживания было очень интересно. Это был вилла загородная возле моря со своим причалом. И мы имели возможность совещаться с командой непосредственно возле моря. Море, солнце, цветы, Адриатическое море, история вот такое все. И вот ты работаешь, тебе тяжело, я уже чувствую все, наверное, вот еще 5 минут умру, потом поднимаю голову, вижу гору, вижу елку, вижу красивое здание, думаешь, боже, как тут красиво, и как бы оно, знаешь, так вдохновляет. Вообще это очень круто и необычно жить в новом месте с большой командой. Плюс к нам приехало очень много других декораторов с разных уголков России. Но когда мы приехали на проект, не на точку, а куда? На площадку. На площадку. Они называют это площадкой. Это незабываемое впечатление. Ощущения очень хорошие, команда очень хорошая, люди очень хорошие. Вот вечер сюрреализма, ребят. Сейчас еще в воду пойдет, я в воду не пойду. Змея, it's a snake. Snake. Да, it's okay. Самая большая сложность этого проекта – это был дождь в самый последний день. Он лил как из ведра, и было настолько много воды. Мы ее, не знаю, швабрами отгоняли, ведрами, тряпками. В основном это были скульптуры из пенопластов. Когда мы делали этот объект, рассматривался вариант производства деталей непосредственно в Черногории. Но у них даже пенопласта нет. Поэтому мы делали дома, и пока это доехало до Черногории, все убилось, ушаталось. И у нас было, благо, 2-3 дня для восстановления декораций в Черногории. Вспоминая Черногорию, будет вспоминаться проект, который мы сделали здесь. Для меня заключался в подготовке достаточно длительной всей нашей команды большой, реализации и, конечно, конечного результата, когда ты стоишь, смотришь и говоришь, вау, это реально круто, мы это сделали. Вот это да, вот это вся Черногория. Это очень красивая страна. Очень интересно, и люди в ней очень-очень-очень приветливые и добрые. Я хочу сказать, что эта страна похожа чем-то на наш Крым. Вот. И себя не ощущаешь тут живой. Чужой. Живой. Это истина. После работы на проекте никто не ощущает себя здесь живой. Изделия из пенопласта были размером впечатляющих. Некоторые из них приходилось переносить по 6 человек. Мы нанимали грузчиков, но они были бездарны. Поэтому девчонки, мальчики брали изделия в руки и таскали по пляжам Черногории. Здоровенных слонов, улиток, гигантских птиц и так далее. Поэтому это уникальный масштабный проект, который, я думаю, на нашей истории очень много сыграл.
все элементы, все животные, все необычные детали этой свадьбы, это все взято из жизни молодых, потому что они с этим живут, или это их любимые игрушки, или это любимые их персонажи, которые просто воплотились в новой, можно сказать, ипостаси на их свадьбе. И с помощью этого обрелась такая атмосфера необычная, сюрреалистическая. Люди приходят, видят картинку, красивая картинка, приходят, фотографируют, вау, 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 вау. Но все же это происходит простыми руками, делается. Боже, я первый раз вижу такое существо. Для меня Черногория — это бессонные ночи, нехватка сил, наверное, красная черепица во всей стране. Вышло солнышко в самый последний момент, все эти капельки заиграли на солнце, и получилось еще более волшебнее и круто. Да? Это был очень большой опыт, потому что, опять-таки, же это чужая страна. Мы все в бахилах, в этих, называется, в дождевиках, бегаем, эту флористику вставляем, стряхиваем капли, молимся, чтобы зажглись все лампочки, да. И, слава богу, получилось все супер. Ну и плюс наши путешествия с командой после уже монтажа, когда все отработали и уже с плеч ушел этот невероятный груз ответственности, да, мы смогли расслабиться, съездить в город, съездить в бухту, погулять по старинному городу, это было все супер. Я думаю, это очень объединило нашу команду в целом. Отзыв позитивный. То есть нам страна, можно сказать, понравилась. Каждый день пить вино, кому не понравится.